Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Да, время позднее, но почему бы не пошуметь? Это прямой эфир, шум, наш самый любимый и самый классный формат. И в начале этой весны решил такой эксперимент состряпать. А давайте пошумим, попробуем каждый рабочий день. Ну вот сегодня, в начале этой весны, можем же позволить себе такое удовольствие. Понимаю, что время позднее, поэтому будем несколько оперативнее, чем обычно, но без игры в города никуда. Да, видите, в рифму заговорил. Кто откуда, пишите, друзья, это прям очень интересно. Кто откуда и, соответственно, откуда видит, слышит, чувствует. И здесь прямо-таки неимоверно от души и сердца. Да, спасибо большое за то, что хорошие, добрые комментарии пишете. Классно, что поддерживаете. Днепропетровск шумит. Отлично. Академгородок из Киева приветствует. И мы вас приветствуем тоже. Душанбе на связи. Ух, ничего себе. Здорово. Адлер на связи. Милан, Липецк, Харьков, Орел, Сахалин на связи. МКС, Международная космическая станция, тоже с нами. Новосибирск, Махачкала. Привет из Бостона. Привет в Бостон. Астрахань, Свалява, Закарпатье. Привет из Минска, Саша. Привет вам тоже в Минск, Таганрог, Полтава, Днепр, Струнино, Тбилиси. Шумно. Голопопинск, шутит пользователь. Ну и каждый город в каком-то смысле Голопопинск. Сейчас еще цены взлетят на нефть, так вообще будет, закачаешься. Москва, Петрозаводск, Рыбинск. Спасибо большое, что поддерживаете. Брюссель, Ялта, Крым. Привет из Дебальцева. И в Дебальцево тоже большой привет. Карагандинск есть такой город. После того, как у нас появился новый город на карте Дубайск, знаете, ничему не удивишься уже. Одесса таки да, так и Ялта с нами тоже. Крым, Кубинка. Спать хочу. Не спать. Давайте шуметь. Так, перед сном. Шарм-эль-Шейх, привет из Тульской области. Друзья, проголосуйте, пожалуйста, в вопросе, как война с Ираном повлияет на переговоры по Украине. Варианты: ускорит, сорвет, замедлит или никак не повлияет. То есть это абсолютно отдельный трек. Более того, сейчас нужно Украине выковыривать свое место под информационным солнцем, а это все труднее и труднее сделать. В общем, голосуйте, в конце подведем итоги. Греция с шумом, замечательно. Балашиха, Сергиев Посад. С какой целью интересуетесь? Это, наверное, не мне, а вообще в принципе. Это с той целью, что мы должны шуметь, и мы должны громче, чем Трамп со своим Ираном, заявлять о себе. Норвегия, Заполярный круг. Ух, ничего себе, спасибо, что оттуда аж смотрите. Донецк не спит, Ереван. Всем хорошим людям привет. Привет, Днепр. Спасибо большое. Прага дождалась. Отлично. Вроцлав, Ирландия шумит. Белгород тут. Замечательная компания. Друзья, я, как всегда, всех очень и очень прошу, даже если смотрите в записи, понимаю, что время где-то вот сегодня, например, неудобное, но все равно как-то отреагировать, да, и вот посмотреть и поиграть в города даже в комментариях, не только в чате трансляции. Формат очень простой. Если хотите поддержать канал, милости просим, прямо на экран выводите свои вопросы, в конце пообщаемся немного с чатом, ну и, конечно, попробуем понять, что вообще этот день нам приготовил. День 2 марта. Ох, он закончился уже или заканчивается, 23:05 по Киеву, за полночь по Москве. Я думаю, что день насыщенный, как и последние дни в связи с решением Трампа. Но какими-то странными нарративами заговорили товарищи американцы, и все об этом заметили. Все это заметили, и об этом сейчас все говорят и переглядываются. Ровно, как и 4 года назад Путин. Да, и, в общем, мы не начинали эту войну, мы ее заканчивали, вышел Хексет сегодня, и давай вот это наваливать. Ух, как потужно говорит. Это наша собственная война. Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем. Их война против американцев стала нашей местью их аятолле. Их аятолле решили они отомстить, и отомстили знатно. Убили аятоллу вместе с семьей, вместе с 14-месячной внучкой, и сегодня сообщили днем, где-то ближе к вечеру, что скончалась жена от полученных ранений и травм. Их собрали и, в общем-то, бомбанули. И гордо говорили, что да, это наша месть. Там Хексет еще рассказывал о том, что вот они кричали «Смерть Америке», «Смерть Израилю», а получили смерть от Израиля и смерть от Америки. Вообще, конечно, вот эта вся бравада и вот это вот все, скажем так, ликование Соединенных Штатов Америки, я имею в виду руководство, да, верхушки, оно какое-то было сегодня
такое непростое, озадаченное. Ситуационная комната. Значит, Рубио там оглядывается, смотрят друг на друга. Это левит, да? Красотка левит, она при надії, по-украински говорят, в положении, ждет ребенка. Рубио вообще как-то весь в себе, там глава протокола тоже что-то спать хочет. В общем, какая-то гнетущая атмосфера. И насколько был потужный Хексет во время вот этого выступления, как вот сейчас вечером, буквально там пару часов назад опубликовали эти снимки, там час с копейками, да, насколько вот они все какие-то озадаченные, потому что что-то идет не по плану, что-то идет достаточно, ну, вот так вот через пень-колоду. Wall Street Journal сегодня опубликовали материал, что, в общем, советники всячески, ну, с израильским, понятное дело, лобби, уговаривали Трампа, мол, давай жахнем по Ирану, давай его как бы в бараний рог, потому что больше не получится, на целое поколение не будет таких возможностей и таких условий. А аятолла, что правильно, он слаб как никогда. Однако аятоллу убили, люди погоревали, 40-дневный траур еще продолжается, мусульмане переглянулись, потому что убить духовного лидера в Рамадан как-то вообще не с руки, и как-то это поддерживать. Ряд стран заявили о том, что они не принимают в этом участие, в том числе и мусульманских. Ну и, конечно, те страны, которые подвергаются атакам, которые повязаны с Соединенными Штатами Америки и бьют по базам, бьют по энергетическим объектам, блокируют суда, в общем, создают массу проблем, они тоже не могут вписаться полноценно, воевать за Соединенные Штаты Америки, потому что, а как это получается против своих же братьев, да еще тут такие же канонические нормы, в общем-то, нарушены. И это все сводит весь дискурс к тому, что а что вообще с Трампом происходит? Почему у него все так не слава богу? Заметили, кстати, сегодня он там награждение был, и, собственно, там дал несколько свежих сегодняшних, ну, вечер по нашему времени, там день, комментариев, что что-то с ним не в порядке, со здоровьем что-то не то, представляете, у Трампа. Обратили внимание на его шею, причем примечательно, что шея как-то вот то, что было и с руками у него. Неужели он страшно болен? Неужели что-то не то, и ему уже как бы плевать, и он пошел в разнос? Неужели он не отвечает за себя? Быстро вывели терапевта Трампа Шона Барбареллу, есть такой, Барбабелла, вот так, если правильно сказать, Барбабелла. Он объяснил, что это пятно на шее, просто он прописанный крем для кожи использует, а у него такая реакция на крем. Он на правую сторону шеи наносит крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей. Ну, это, знаете, как вот это вот, помните, яйца блиндомет были? То есть, там, одну половинку я намажу, другую не намажу, и вот он на одну сторону ухаживает, на правую, ухаживает за кожей, на другой, наверное, не ухаживает. И, в общем, говорит телеканалу News Nation этот Барбабелла о том, что президент использует это средство в течение недели, и ожидается, что покраснение продержится еще несколько недель, поэтому, в общем, не пугайтесь, будет красношеей Трамп. В общем, не волнуйтесь, все у него хорошо, со здоровьем, все нормально, а некоторые уже даже о карме заговорили, потому что убийство девочек, конечно, всех выбило из колеи. Значит, уже сегодня показали, собственно, могилы, вырытые для этих 165, внимание, жертв атаки на школу в иранском городе Минаб. В результате удара США и Израиля по школе в первый день войны погибли 165 человек. Большинство жертв – это как раз-таки дети, девочки в возрасте с 7 до 12 лет. И вот для них вот так вот, собственно, роют вот такую практически братскую могилу. Есть, конечно, да, и мы слышали в эфире там с Арестовичем, что это данные, это все фейки, этого не может быть, потому что это не может быть. И мы, в принципе, понимаем, что как это работает. Да? Есть такие раскладки, например, по Буче есть такие раскладки. А Буча фейк или не фейк? А это фейк или не фейк? Всегда можно все замастырить фейком, чтобы снять ответственность.
уж очень ужасающее было преступление. Во-первых, духовный лидер со своей семьей. Во-вторых, вот этот удар по школе, который подтвердили, который снят. Там, правда, говорят, Афганистан на кадрах, но дело такое. Это очень серьезный удар по иранской психике, который сплочает даже людей, которые аятоллу не любят. И вообще этот режим. И, конечно, в Иране много противоречий. Однако моменты войны, тем более с таким большим-то соперником, США, целыми США, их сплощают. Это Тегеран сегодня вечером. Ни покорности, ни капитуляции, война с Америкой, скандирует толпа. Ну, конечно, союзники, имеется в виду Израиль и США, лупят как не в себя по Ирану, и удар приходится за ударом. Вот это, например, удар по военным. Да? Видим установку, это вот сегодня опубликовали, собственно, израильтяне, американцы, вот так, мол, все поражается, конкретные цели, мол, смотрите, и говорят, что 2000 целей было поражено, и удары по Тегерану продолжаются и в эти минуты, вот буквально там, совсем недавно, да, вот уже этим вечером прилетело вновь по столице Ирана. Удар мощнейшие удары, конечно, разносит все в пух и прах, но и Иран тоже, да, скажем, не пасет задних и устроил на самом деле то, что многие аналитики называли большой войной на Ближнем Востоке. Она разгорается, она сейчас вот прям в той терминальной стадии, когда нужна будет следующая ступень эскалации, и эта ступень эскалации как бы уже проявляется. Что делает Трамп в политическом смысле? Он ставит на союзников. Идет абсолютно... Вот смотрите, в формате и в языке российско-украинского противостояния это можно назвать ИПСО. Значит, Трамп заявил, что атаки Ирана на арабские страны стали для него самым большим сюрпризом. Мол, президент США вообще не думал, что будут удары по Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару, Арабским Эмиратам. Мы были удивлены, говорит. Мы сказали им, мы справимся с этим. А теперь они сами хотят воевать. И воюют они агрессивно. Они собрались быть очень невовлеченными, а теперь настаивают на своем участии. Это я цитирую Трампа. По его словам, арабские лидеры являются сильными и умными руководителями, которых разозлили удары Ирана по отелю и многоквартирному дому. Они любят нас, но они наблюдали, у них не было причин вмешиваться. Вы должны были понимать, что они годами жили под этой мрачной тучей, ну типа соседи Ирана с Ираном под мрачной тучей, поэтому у них никогда не было покоя. А вот сейчас мы пришли и как бы даем им покой. К этим странам, которые ближайшие, вернемся позже, тем более, что на самом деле есть шаги, которые серьезно бьют по ущербу этих стран. Однако Блумберг опубликовал другую немножко картину, что как раз-таки эти руководители умные говорят: Трамп, завязывай. Потому что Трамп говорит: да мы там непонятно сколько будем, да, 4 недели планировали, можем дольше, мы можем себе позволить. Почему это говорит Трамп? Потому что, ну, во-первых, да, ему очень нужно склонить на свою сторону союзников. Он в первый же день говорит: армия, ксировцы, бросайте оружие, переходите на нашу сторону, мы дадим вам прощение. Точно так же и с этими руководителями этих стран. Давайте переходите все на нашу сторону, давайте помогайте, воюем, все вместе навалимся на Иран, вы будете на нашей стороне. Это психологическая обработка и психологическая операция. Трамп моделирует реальность под себя. На самом деле, эти лидеры призывают Трампа угомониться, не делать скоропалительных шагов, не воевать долго, потому что долгая война – это очень большой ущерб. Репутационный, финансовый, ну и, конечно, логистический и все другие сопутствующие ущербы. Люди просто валят, отменяют туры, хотя для многих, я знаю, там, для одних была мечта побывать в Дубае. Я, например, в Дубае никогда не был. Но я знаю людей, которые вот прям хотели, поехали, побывали, а потом возвращались, а некоторые там строят какой-то бизнес. Ну,
проблема, огромная проблема. Правда, сегодня пооткрывали рейсы на вывоз. То есть не на прием, а на вывоз. В Саудовской Аравии там немножко попроще, в Эмиратах похуже. В общем, проблема колоссальная. Посчитали, что $1 миллион в день стоит вот прямого такого в лоб ущерба этим странам вот эта вся заваруха. Поэтому, конечно, они говорят, давай, Трамп, завязывай. Европа тоже не шибко и не вся поддержала Трампа. Во-первых, поссорились с Рютте, немножко так закусились. Рютте вышел, сказал, нет, мы не будем воевать, наших войск не будет, и вообще базы не дадим Трампу. Потом все-таки дал базы для войск НАТО, войск США, да, потому что они как бы в одном союзе НАТО, но типа для оборонительных целей. И то после того, как по британской базе на Кипре сегодня прилетело. А вот испанцы порадовали. Неожиданно Рейтер сообщает, что Испания выставила американские танкеры, не желая подставляться под удар. Мадрид отказался участвовать в агрессии против Ирана, выдворил со своей территории 15 самолетов-заправщиков. Значит, они были в Мадриде, да, трезво оценили ситуацию и, в общем, поняли, что могут прилететь, могут быть проблемы вообще у испанского интереса на Ближнем Востоке и везде в мире. Поэтому сказали, не-не-не, испанские базы не используются для этой операции и не будут использоваться для чего-либо, что не предусмотрено соглашениями с США и уставом ООН. Это заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. А Flight Radar зафиксировал исход американской авиации. 9 танкеров КС-135 ушли в Германию на базу Рамштайн, еще 2 во Францию. Официальный Мадрид подчеркивает, это не их решение. Штаты, мол, сами убрали технику, осознав, что испанского суверенитета, они, в общем, смысла нет. В общем, они сами, это сами. В общем, все это игра, дипломатия, но Испания дала четко понять, что мы мимо. Зато Рютте сказал, да, говорит, не участвуют НАТО, не участвуют, но всячески морально с вами, Дональд Федорович. Иран атакует невинных гражданских лиц, живущих в Дубае и других столицах региона. Мы имеем дело с режимом, который по своей природе террористический. Значит, я действительно приветствую, что здесь происходит. Я разговаривал со всеми ключевыми европейскими лидерами. Действия президента получили широкую поддержку, но без НАТО. То есть... да, но нет. Французы тоже вроде как вовлечены, говорят, нет, нельзя, но прямо поддерживать и помогать сложновато. Вместо этого Макрон сегодня как-то не впопад потряс своими ядерными бубенчиками. В этом опасном и нестабильном мире, как вы уже много раз слышали от меня, чтобы быть свободным, нужно внушать страх. Я в этом убежден. Наша страна обладает исключительным оружием, ядерным оружием, и оно является краеугольным камнем ее безопасности. То есть Макрон говорит, что надо внушать страх. Вот если ты внушаешь страх, то ты живешь в безопасности. Слушайте, человека с очень фешенебельной и достаточно, что тут скажешь, красоткой, похожей на Алексея Панина, супругой, трудно об этом уличить. Он знает толк в страхе и в красоте. Почка командования абсолютно ясна. И окончательное решение... Подлодка только что была, подлодка. Остается исключительно за президентом республики перед всей страной. В эти неспокойные времена я сегодня решительно заявляю, как президент республики, я никогда не буду колебаться в принятии решений, необходимых для защиты наших жизненно важных интересов. Непоколебимый. Макрон непоколебим. Что он, в принципе, какой посыл отдает? Что Франция будет увеличивать количество своего ядерного оружия и никому не скажет, сколько этого количества. Никому. Чтоб никто не знал. Чтоб не знал и боялся. Ровно, Франция – это ядерная страна, но вот эта ядерная тема становится очень токсичной. И Макрон невпопад выходит с вот этим своим заявлением. Тем самым развязывая, тяжелую историю ядерной гонки вооружений вообще во всем мире. Абсолютно во всем мире. Потому что Израиль, у него нет ядерного оружия, но, собственно, есть. Все об этом знают и, в общем, понимают. Сегодня утром сообщили, что ударили по офису Нетаньяху. Потом это
опровергли, да и потом и Нетаньяху вышел сам и вообще сказал, что мы с американцами мир спасаем. Спасибо Америке, что помогает Израилю мир спасать. И я хочу выразить особую благодарность нашему великому другу и великому мировому лидеру Дональду Трампу за то, что он присоединился к нам в этом важнейшем усилии по спасению мира. Спасибо. Ну, там ему начинают там наваливать, а что, а сколько война, а если долго, а как вы готовы, что делать. Ну, он взял и ушел. Ушел, ну, потому что сегодня еще была объявлена война Ливану. По Бейруту жуткие прилеты. Хезболла вступает в войну официально. Уничтожены их склады, и Цахал проводит наземную операцию. Ну а что же наш-то самый главный миротворец, Дональд Федорович? Он говорит, мы вообще всех победили, флот потопили, 11 кораблей, ну уже 11 к вечеру, так 10 кораблей Ирана, все просто в труху, все разнесли. Наши цели ясны. Во-первых, мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана, и вы видите, что это происходит ежечасно, а также их способность производить совершенно новые и довольно хорошие ракеты. Довольно хорошие ракеты беспокоят Трампа. Довольно хорошие, которые летят очень далеко. Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот. Мы уже сбили 10 кораблей. Они лежат на дне моря. Вот так вот. А сколько это будет продолжаться, задают вопросы Дональду Федоровичу. А председатель Совета мира говорит, сколько нужно, столько и будем. Отвечая как бы на посыл Ирана, который сказал, что, ребята, ну, давайте откровенно, да, мы понимаем, соизмеримы наши силы и возможности. Да, вы мощные, но мы изучали вас 20 лет. Ваши базы, ваше расположение, ваш характер боев, как вы в Ираке там чудили. Мы все прекрасно, мы все про вас знаем. Поэтому мы нас нормально изучили, поэтому мы тоже нормально будем отрабатывать. И вот сейчас вот получается как бы Иран, который отказывается от переговоров. Почему? Потому что переговоры стали ширмой для убийства высшего военно-политического руководства Ирана. Ну и, собственно, были просто декорацией. Кушнер и Витков, они вот просто бирюльки крутили иранской делегации, те предложения какие-то реальные предлагали, те их вроде как отвергали или принимали, заявляли о том, что это фантастические переговоры, а операция готовилась и, собственно, осуществилась под эгидой этих переговоров. Поэтому Иран говорит, переговоров не будет, будет война, и мы готовы воевать долго. А Трамп долго готов? Говорит, готов. И мы легко победим. Мы уже значительно опережаем наши прогнозы по времени. Но каким бы ни было время, это нормально. Что бы ни потребовалось, мы всегда справимся. И мы с самого начала прогнозировали от 4 до 5 недель. Но у нас есть возможности продержаться гораздо дольше. Мы это сделаем. Во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало все сделает Трамп. Сколько нужно, столько и сделает. Вот прям Америка. Смотри, какая мощная страна. Правда, американцы не шибко оценили. Это вот свежий опрос. Был еще, скажем так, не такой свежий. Это Wall Street Journal публикует. 52% американцев не поддерживают удары по Ирану, 39% поддерживает. Значит, это их собственный СМС-опрос. При этом уровень поддержки среди республиканцев составляет 81%, 12% против демократов, 9%, 87% против. Были и другие цифры, там Ipsos проводили, в общем, как бы там 62% против. Ну, в общем, сложно все. Сложно с поддержкой американцев, во что бы то ни стало. Причем там такие баталии на телевидении разворачиваются. Анна Паулина Луна выходит, говорит, 3000 американцев убили эти люди. А ведущий спрашивает, а где иранцы убили 3000 американцев? Ну, в общем, поймал ее за язык. Она, в общем, поругались. Есть четкий заряженный план, методичка, что вот мы должны победить. И она вот исходит из недр вот этой администрации Трампа. Понятно, что это такое классное сопровождение, но что на земле? На земле, казалось бы, на мгновение произошла сенсация. Значит, объявили на иранском телевидении, что корабль американский подбили. Представляете? Вообще просто что-то необыкновенное. Вы представляете, все летит, причем так низко, классно. Это, конечно, прям
перемога, потужное видео, действительно. И вот он пролетает мимо всех кораблей, и вот один из них, уже там третий по ходу по счету или какой-то еще, вот все-таки поражает, и этот корабль объявили носителем Томагавк. Правда, потом немножко посмотрели, что это все-таки искусственный интеллект, что это все-таки, ну, в котором Иран поднаторел, и этого поражения не было. Не было, значит, будет, а может и не будет. Почему? Да потому что Иран закрывает Ормузский пролив. Вот так выглядит, собственно, этот процесс. Они объявляют, что любой корабль, который там пройдет, будет уничтожен. Ну, есть какое-то движение минимальное, совершенно минимальное по состоянию на сейчас. И, видимо, по каким-то там разрешениям, особенно специальным. Но это же удар конкретно по трафику. А вот буквально перед нашим эфиром, вот сегодня, опять, они же закрывали пролив, потом открывали. Сейчас опять закрыли. Сейчас сообщил КСИР о том, что они будут уничтожать танкеры, нефть, нефтедобывающую отрасль вот этих стран-союзников. То есть все, пожалуйста. Ну, то есть все как положено. Ну, а хакеры Ирана обещают хорошую, там, нескучную ночь. Иранские хакеры пригласили сегодняшней ночью применить против Израиля какое-то свое новейшее оружие, и, мол, Израилю будет несладко. Параллельно с Ормузским проливом и всеми проблемами взлетают фьючерсы на газ для как раз-таки Европы, летят достаточно мощно вверх, в 2 раза практически, на сжиженный газ. Ну и нефть тоже. Да, стоимость нефти марки Brent. Пожалуйста, это на сегодняшний день за $80 за баррель за Brent. Рекорды бьются 24 года лета, и оно и понятно почему. Потому что удары-то по танкерам, они, ну, наносятся, и достаточно ощутимые. Вот, пожалуйста, возле Омана, там, возле Бахрейна, рядышком поражен под американским флагом танкер. Один член экипажа убит во время этой атаки, и как-то так вот иезуитски смотрится огромными буквами надпись «No smoking», «Не курите». Но этот танкер был поражен, и будут, соответственно, и другие танки поражены. Интересно, что, собственно, вот эта ситуация с Ормузским проливом, там, прорыв будет или не будет этой блокады, мы посмотрим в самые ближайшие часы наверняка. Ну, если там корабли все потопили, то, соответственно, будут побережья, наверное, зачищать, чтобы... А как по-другому разблокировать? Значит, нужна наземная операция. Трамп ее сегодня, кстати, не исключил. Но наземная операция должна бы как бы быть чужими руками, не американскими. Это очень важно, потому что потери техники, личного состава, там 4 погибших, фигурировала сегодня цифра американских солдат. Понятно, что их гораздо больше, и понятно, что это скрывают. Просто это дозированные вбросы потери, это чтобы, ну, народ следил, держал руку на пульсе. Это не как наши украинские, да, там, скажем так, товарищи сказали, все, засекретили, а потом дают порционно 55 тысяч, да, за 4 года, и кто в это поверит. Они вот... Ну, Трамп заявлял, что ему все равно, какая будет цена на нефть, пускай будет и 200, а есть такие прогнозы, что и по 200 может быть долларов за баррель. Ему главное задачу, мол, решить. Многие аналитики сказали, что он как бы подстраховался, да, подстрахован был операцией с Венесуэлой, тоже где по беспределу залетели, украли Мадуро, и вот сейчас он там в застенках сидит, ждет своего очередного суда. Хотя и дело вроде как выигрышное, адвокаты там нормальные, но тем не менее, Венесуэла же как бы под контролем, соответственно, нефть их подстрахует, если что, и американец, мол, не ощутит вот это подорожание, ощутит весь остальной мир. Ну или как, другое полушарие ощутит точно. Интересный эпизод произошел на американском телевидении с министром энергетики Соединенных Штатов Америки. В Венесуэле говорят, что вы воруете нашу нефть. Я не слышал такой версии. Я видел празднование на улицах. Думаю, люди в восторге. Они прожили 26 лет под жестокой диктатурой Чавеса и Мадуро, которая только опустошила эту страну и навредила всему полушарию. Поэтому я вообще не слышал такой версии. И, конечно, если такая версия существует, она не соответствует действительности. Мы просто контролируем поток доходов от их нефти.
Это мне напомнило гоголевского героя, да, когда там что-то плохо, ну, из вечеров на хуторе близ Дикани, что-то плохо, а он надочувая, не слышит что-то. А я такой этого не видел. А что так было? Кто-то недоволен? Да все радуются. Ровно так же, как и в Иране. Да вы что? Все радуются, смотрите. Аятоллу взяли, все это руководство ненавистное убили, а мы, простые иранцы, Они живут в своем мире, они сделали из этого кокон. Ну и как бы нет, мы не украли нефть у Венесуэлы, мы просто контролируем прибыль, потоки, продажу. Но мы, конечно, не украли. Нет, вы что, это не наша нефть. Причем самое интересное, что сегодня такой очень спорный момент был, да, вот вечером, как я уже сказал, КСИР сообщил, что будут бить по нефтяной инфраструктуре стран-союзников. А сегодняшний, например, удар по самому большому перевалочному, НПЗ, перевалочному пункту в Саудовской Аравии пришелся, вот прям очень резко и неожиданно и внезапно. Это вот видно, как издалека, собственно, это все горит. Ужас. Там какая-то Амико, в общем, компания, самый большой завод, да, вообще в мире, самый большой производитель нефти. А это вот, собственно, как это все выглядело изнутри. Ужас, конечно, что происходит. Ужас и кошмар на самом деле. В чем несуразица? Сообщили сегодня, внимание, иранцы, что мы не били по саудитам, по нефтепереработке. Нет, мы там по базам, по, там, понятно, ПВО, по оружию, а поэтому не били. А кто бил? Израиль. То есть вы понимаете, какой накал вот этих страстей, причем там же еще идет такая восточная история. Они же могут врать друг другу обоюдно по 5 раз на одно и то же, меняться местами. И там очень сложно докопаться до правды. И вполне себе почему нет, Израиль мог ударить, как утверждает Иран, по этим объектам и обвинить Иран. То есть все это под чужим флагом процветает только так. Это их стратегия. Непосредственно. О потерях и о каких-то конкретных вещах можно только судить, если есть реальные верифицированные данные. Вот как потерянный сегодня самолет американцев в Кувейте. F-15. Кувейт. Я зачем-то так долго показываю вам эту картинку, хоть она, понятное дело, и на ускорке, ровно за тем, что чем дольше продлится эта война, тем больше будет таких картинок. Тем дольше Америка будет не только величие свое демонстрировать, этих мощных ударов, но и самолеты американские, которые и горят, и падают, и корабли, вполне вероятно, которые могут гореть и тонуть, и солдаты, которые там, конечно, командус, но могут погибать, и, собственно, техника, которая может выходить из строя, и правда, ПВО, которое плохо работает, уже есть такие кадры, где Патриот стреляет 3 зарядами и не попадает в ракету. Это снимают люди на улицах, у них нет еще вот этих всех маскировок и всего прочего. Это, понятное дело, начальная фаза. Наверное, скоро будут маскировать, чтобы никого, собственно, никто не увидел. Но только подтвержденным данным можно верить. Пилоты, кстати, катапультировались. И оказался этот F-15 не один, а оказалось 4. Собственно, катапультировались пилоты и эвакуировались. Причем как-то эвакуируют, знаете, как в 90-е, засовывая в багажник. А как еще по-другому эвакуировать? Никто к этому не готовился. Нет там эвакуационных бригад. Вот он приземлился нормально такой, усатенький, говорит, все хорошо, все выжили, все живы, и на том спасибо. Нет, это безусловно, техника должна, конечно же, погибать, а человек, который управляет этой техникой, должен жить. В этом и смысл этой техники, хоть наземной, хоть воздушной. Но реноме потеряно или подмочено будет 100%. Как ни крути.
По поводу Кувейта, по Кувейту, там, где потеряли самолеты, кстати, сразу начали публиковать данные, сколько сбивают ракет, там, например, в Саудовской Аравии, или Кувейт сегодня сообщил, что 2 Су-24 птички подбили в Иране, да, то есть можно, конечно, рассказывать о том, что они там не взлетают, потому что их всех забомбили, ангары побили, в общем, техники нет, но как-то же в воздухе кувейтцы сбили своим ПВО 2 сушки, которые там, иранские, да, которые летали и летели со стороны Ирана, так в официальном сообщении было. А в Кувейте сегодня атаковали американское посольство. Взрывы, конечно, мощные, взрывы, конечно, ужасающие. Бахрейн, закрывается посольство, тоже был атакован. Это небоскреб, в который попали, и, собственно, там пожар, это вся обшивка, это вся красивая стеклянная, скажем так, стеклянные фасады горят как могут, и, в общем, это повсеместно. Это по всем странам, которые союзничают с Соединенными Штатами Америки. Ну и сегодня еще. Правда, последствий мы пока не видели. Видели, что все-таки Иран сегодня применил какую-то свою новую, невиданную, неизведанную ракету. Под крики «Аллах Акбар» какая-то супер тяжелая ракета сегодня отправилась со стороны Ирана бить по американской базе. Роль Израиля во всем происходящем, она ключевая, не просто существенная, она вот прям ключевая. Это вот прям, ну, на самом деле важная история. Я, кстати, склоняюсь... Опять конспирология, конечно, все. Кто-то не верит. Напишите, верите ли вы. Есть такой фильм, что хвост виляет собакой. Так вот, судя по всему, хвост Израиля очень хорошенько виляет Дональдом Трампом. И они крутят на этом фоне свою игру, израильтяне. Ну вот, например, выполз бывший премьер Израиля Нафтали Беннет. И он призвал к мерам против Турции, которая стала стратегической угрозой. Назвал Эрдогана изощренным и опасным противником, который стремится окружить Израиль. Призвал не закрывать снова на это глаза. И в то время, пока некоторые израильские чиновники получают деньги от Катара, Катар и Турция, базирующаяся в Сирии и в согласии Израиля в Газе, подпитывают новую чудовищную ось братьев-мусульман, подобную иранской. Возникает новая турецкая угроза. Мы должны действовать по-разному, но одновременно против угрозы со стороны Тегерана и против враждебности со стороны Анкары, заявил Беннет. То есть под этот шумок, втянув Трампа в беспрецедентный всецелый махач, можно еще каких-то врагов как бы торбить и приструнить. То есть открывает рот Израиль уже и на Турцию. Ну так, на перспективу. Сейчас мы тут постреляем, закончим, а так вообще на Турцию. Кого там еще? Вообще у них идея большого вот этого Израиля, да, воссоединения земель, сирийских в том числе и так далее. Но первым делом, конечно, они поперли на Ливан, да. Объявили о наземной операции, Хизбалла вступила в войну, получила удар и, в общем, поперли, так сказать, в наступление. Военные Цахал недаром и не просто так собирали сначала 70 тысяч, потом 100 тысяч резервистов для этой операции. Ну, в общем-то, ливанцы после этих ударов и после этого объявления пытаются ехать севернее, куда могут в своей стране. И правильно делают. Удары сегодня были очень жесткие по Бейруту и по этому городу. Ну, много было взрывов, и действительно там Цахал принялся как бы работать по Ливану и как бы закрывать для себя эту проблему с Хизбаллой, которая вступилась за Иран и, в общем, сказала, что раз так, то мы, конечно же, будем тоже воевать. Курьезный случай на фоне жуткой трагедии произошел в Бейруте. Там под ударом был банк Хизбаллы. И деньги разлетелись по всей улице. Вот как бы не было бы счастья, да несчастье помогло, называется. То есть
деньги по всей улице. Это так отчитались о том, что поразили банк Хизбаллы. Совершенно другая история происходит в Дубае. Там, в тихой гавани, где все бизнеса, где все прикручены, фотомодели, бизнесмены, нутрициологи, не знаю, там всякие там футболисты, все на свете, Дуров, какие-то стартаперы мощные, яркие и богатые, ощутили на себе все прелести вот этого военного положения. Это удар... Это один из многочисленных ударов рядом с одним из отелей. Их бесчисленное множество. Я думаю, вы в сети все видели. Причем интересно, что сегодня сообщали на этом фоне, что туристов выгоняли на улицу из некоторых отелей в Эмиратах, несмотря на воздушную опасность, и они должны были спать на парковках. В ряде городов постояльцы получили уведомление с требованием покинуть отели, потому что должны были другие приехать. Там Редисон Блю отметился. Об аналогичной ситуации сообщают там туристы в других городах и в Дубае в том числе. Одновременно с этим клиентов уведомляют о приостановке рейсов автобусов между гостиницами и аэропортами. Туристы вынуждены самостоятельно искать убежище. Некоторые россияне, украинцы ночевали на местной парковке, да, там, как Светлана Лобода, как другие, скажем так, товарищи, потому что, правда, страшно. Эпизод даже был один такой, я вот не просто так вспомнил в начале шума про Рамадан. В Рамадане есть такой, период ифтар. То есть они не едят, не пьют, пока светит солнце. Когда солнце заходит, то можно уже принимать пищу, есть и пить. И в этот момент, в общем, мусульман оповещают об этом. Оповещают выстрелом из пушки. Вот выстрелили. В середине спокойно, Рамадан. Но на самом деле понятно, почему туристы беспокоятся. Вот филиппинская туристка в отеле у себя. То есть она ведет стрим себе по видеосвязи, никого не трогает. И тут ей прилетает дрон, шахед, в номер. Практически. Да не практически, а в номер. Что с ней, неизвестно, выжила или нет, но это прям онлайн. Атака онлайн. Все четко поняли, что Дубаю хана. В принципе, хана. И начинают спасать положение. Кто? Первые лица. Так мило, слушайте. Президент и наследный принц спустились в обычную кафешку. И все их увидели. И они там сидели и кушали. Знаете зачем? Чтоб люди не отменяли отели, не отменяли поездки, чтобы все-таки видели, что они вместе с ними и в безопасности. Это, знаете, напомнило мне вот это как Зеленский, да. Все тут, я тут, Умеров тут, Ермак тут, Подоляк тут, помните? И вот они тут. Вот Бин Салман тут, все нормально. Кстати, с Арабскими Эмиратами разговаривал сегодня Путин. В общем, беседовали. Думали, что с этим всем дальше должно происходить. И вообще, конечно, много таких параллелей и аллюзий на то, что происходит в Украине. Причем и украинцы, и россияне, и вот даже белорус. Да, вот есть такой Евгений Булка, ведущий, да, из Беларуси. Он уехал из Беларуси, уехал в Израиль. В Израиле началась заваруха с Газой. Он уехал в Дубае началась заваруха с Ираном. Люди, скажите, что это нахрен такое? Почему это происходит? Где вообще справедливость? Как такое может быть? Я в середине Дубая, в шикарном отеле. Идет мероприятие. Есть 5 минут. Да, есть 5 минут. Нарушила жизнь все. Всю жизнь нарушили. Спасают репутацию Дубая как могут. И, конечно,
наши люди, знакомые с украинской ситуацией, изгаляются в творчестве. Вот там Тимошенко на колясочке. А это, ой, в Дубаях вежа Бурдж-Халіфа похилилася, чего-то ваша вип-страна зажурилася. Хлывнюка песню, да, тоже вспомнили в начале. Но это просто, конечно, шикарно. Остановитесь, остановитесь. Вспомнили Виктора Федоровича, да. Конечно, собственно, не оминули и видео, да, приколы по поводу ситуации в Дубае. Друзі, завдяки вам наш збір закрито. І ці 10 красунь скоро поїдуть на фронт. Конечно, поедут на фронт Ламборджини, там все дела, все как положено. Ну, всех, конечно, больше веселит ситуация с мобилизацией в Дубае. А как бы она выглядела, фантазируют украинцы, которые на самом деле в шоке от того, что происходит в Украине. Ну, вот примерно так и выглядела. Телеграм-канал, повестки Дубай, да. Вот если ты ЦК, то только вот все в золотом бусе. Ну, или максимум в таком, да, рабоче-крестьянском, не очень, ну, Бентли, ну, хорошо. Ну, и шутят и снимают вот такие ролики с искусственным интеллектом. Документы на воинский учет, брат. Какие документы? Я турист. Давай, показывай. Вот, все нормально. Не числится. Пошли в бусик. Эй, подождите, я же... Сядешь спокойно, на Иран поедешь. Серьезно? Серьезнее не бывает. На Иран поедешь, да, ну, как бы на Бахмут или там, как было, на Авдеевку, на Угледар, на Иран поедешь. Вообще, эта вся ситуация с украинским оттенком приобретает абсолютно, ну, свой какой-то взгляд. Вовсю все кричат о Третьей мировой. Вот началась эта Третья мировая или не началась? И рассуждают по этому поводу. Даже проявляются вот такие замечательные эксперты, очень знакомые российскому зрителю по шоу у Соловьева, как Трюхан, дипломат. Вот что он говорит на украинском телевидении. Ну от, будь ласка, Третя світова війна, повноцінна Третя світова війна, почалася 28 лютого 2026 року. Треба Все, торжественно объявляем. Трюхан объявил полноценную войну. цю дату зафіксувати. Раніше ми говорили, що вона почалася з України в гібридному варіанті, то зараз вона вже точиться в реальному масштабному варіанті задіяння всього, окрім ядерної зброї. І то не факт, що ядерна зброя в майбутньому не буде задіяна. Так що хочемо ми чи не хочемо, ці події прямо будуть стосуватися України вже в найближчому майбутньому, в перспективі декілька днів. Чому я так кажу? Тому що от сьогодні зранку вже пішла інформація, що вартість нафти зросла до 82 доларів. Це ж бензин дорожче знову. Звичайно. Причому не на гривню, а на 5, 10 і так далі. Ой, ну припиніть, Вадим. Ой, боже, а это Соломка. Славка Соломка, слушайте. А у него какая же методика? Тут говорит, началась Третья мировая война. Все, на 10 гривен подорожает бензин. Третья мировая война, на 10 гривен бензин. Как? Это же бензин подорожает. Тут, ой, ну оставьте. Ну не надо это говорить. Вообще не надо это говорить. Ну припиніть. Аналогічна ситуація з газом. Ціни на газ різко. А тот же продолжает, ему же нравится. Этому нравится какой-то мазохизм в эфире, понимаете? Этому делает вид, что ему больно, а этот делает вид, что он же продолжает. Смотрите, и с газом будет все плохо. Зараз виростуть. Ви ж подивіться, що зараз відбувається. Іранці вже довблять Иранцы довблять. Саудівську Аравію, одного з ключових цих виробників, постачальників нафти і газу. Если что, это Израиль. Ну, Иран сказал, да? Ну, если что. Ормузька затока перекрита. Вони вразили свій власний танкер для того, щоб її перекрити. І тепер То есть, а тут же вообще пошла вот эта легенда, это, слушайте, вот так вот оборачиваешься на 4 года назад, вот с Украиной, если сравнивать все происходящее, там же тоже куча легенд. То есть, смотрите, Иран, Трюхан рассказывает, ну, эксперт, что ему не верить, да, ну, ладно, там, ведущему вы не верите, а эксперту Трюхану надо верить. Он говорит, Иран поразил свой собственный танкер, чтобы перекрыть Ормузскую пролив. А потом что? Ну, наверное, потом танкер утонул, и пролив открыли. А сейчас как они перекрыли? Ну, тоже, наверное, что-то поразили. Это сегодня вечером. Это утреннее, а это сегодня вечером опять, наверное, что-то поразили, и что-то вот оно перекрыло. біля 20% нафтопродуктів не можуть пройти через Ормузьку затоку. Та читали ми це. Слухайте, Вадиме. Ну, вот это, Вадима, ну, читали мы это все, читали.
Вадим, ну Вадим. Як приймання збільшить видобуток, а як доставить? Тобто по Україні це прямо вдарить. Путін зараз не зупиниться, він навпаки буде пробувати використати цю ситуацію. Бо Сполучені Штати Америки і їхні союзники будуть зараз прямо залучені у війну з Іраном. І вони всі свої ресурси будуть кидати на це. Їм буде не до України. Тому нам треба дуже серйозно зараз переглядати наші військові плани, дуже серйозно переглядати стратегію супротиву, стратегію відсічі російській армаді і готуватися до того, що найближчі тижні, поки там війна не закінчиться, нам буде дуже важко відбивати чергові наступи, які росіяни готували протягом останніх декількох тижнів. Ну, вообще, конечно, уровень аналитики, он соответствует, ну, на украинском телевидении уровню, ну, кого, Зеленского. Полностью соответствует. Вот эти, он же, понятно, там рассказывает, там эти все это, подбили свой танкер, но суть-то он излагает, ну, плюс-минус нормальную, то есть Путину смысла останавливаться нет. Все будут отвлечены туда, ну и, соответственно, нужно что-то предпринимать, и нужно Украине как-то спасаться, потому что 5-10 гривен, 10, 15, 20 гривен плюса на литре непосредственно в Украине для там обычного, ну, какого-нибудь автомобиля, а надо же соляру заправлять же надо, военных тоже надо заправлять, они же не будут пешком воевать, понимаете? Надо, или там на электрокарах, надо как-то, что-то надо делать, это все резкое удорожание и инфляция, тотальная инфляция во всем мире, это проблема. И по Украине, конечно, это ударит. И так на подсосе, на тоненькую, даже если денег дадут, понимаете? Поэтому тут, когда вам рассказывают там разные эксперты, у меня, кстати, тоже в эфире, что деньги будут, денег дадут, ничего страшного, повоюем. Да, только цена этих денег в связи с вот этими событиями в Ормузском проливе, они станут, ну, просто дешевле. Дешевле, причем существенно. А это означает, что не хватит ни на что. Ну, кто об этом думает, правильно? Вот, например, как Зеленский сегодня оценил ситуацию в Иране. Про наслідки для Росії і особисто Путіна, на вашу думку, може мати війна в Ірані? Мені здається на сьогодні, що Путін вже показав, який він союзник в Сирії, коли, в принципі, вони були неспроможні допомагати режиму Асада. Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони, як союзники, нікчемні. Смотрите, логика какая? Значит, Трамп напал на Иран, а Путин слабый. Так, подождите, Трамп напал на Иран, там Израиль, там же вот это Ближний Восток, а слабый Путин. Он сегодня комментировал по поводу ПВО, я показывал этот фрагмент у Арестовича. У нас не просили отряды ПВО, но если попросят, ну то, конечно, да. Не, ну понятно, что у нас есть 100-летний договор с Британией, если бы на Британию напали, атаковали, то, конечно, мы послали бы, мы обязаны по договору. Мы послали бы точно. А так, конечно, нет. Ну, а вообще что? Как бы, какой вывод из ситуации? Путин гнилой союзник. І їх сили, всі збройні сили і інші формування, вони всі знаходяться в Україні. Більше сил у них немає. И сил у него нет больше. И союзник плохой. Вот он весь в Украине, вот это вот все, ничего не может добиться. Он сегодня рассказывал про планы, тоже там я показывал это в прошлом эфире. Ну, там планы, какие там планы у него? Они хотели вот это, они вот должны были, чтобы наступление весеннее осуществить, должны были добиться к концу прошлого года вот этого, и ничего не добились. Поэтому непонятно, какое у них вообще будет наступление. Ну, и все сорвали. Те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура. Диктатура. По поводу диктатуры, тут многие, кстати, находят параллели. Подождите, а что за диктатура? А у нас как границы открыты, наверное, демократия, свобода, балансы, демократические институты, оппозиция, наверное, есть. Вообще диктатурой не пахнет. Поэтому как бы Путин-то посмотрел, но надо Зеленскому присмотреться, чем диктатура заканчивается. Ну, а вообще, конечно, как мочатся в глаза украинцам, это, конечно, особый вид искусства. Есть такой этот волонтер Тарас Чмут. Россия проиграла битву за зиму, а мы выиграли. Первый день весны. Солнечный день становится длиннее, становится теплее. Украина продолжает борьбу на фронте. Впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий, чем терять.
Спасибо тем, кто держит фронт, спасибо силам противовоздушной обороны, энергетикам, коммунальщикам, местной и центральной власти и каждому из нас за стойкость. Украина выиграла битву за зиму. Все, овации, фанфары, ура-ура, победили. В принципе, можно даже и не воевать. Битву за зиму а зачем дальше воевать? Можно сворачиваться. Но нет. Нет, мы вообще... А представьте, и тут, понимаете, на вот этот вот флер, вот этот вот маразматический, который там центральный сигнал дает Банкова и, конечно, Зеленский, точнее, даже не сам Зеленский, а те, кто ему формирует вот эти блоки, модули, блоки, он же по блокам говорит, понимаете? Им же надо продолжить эту линию. Ну, там, например, дофантазировать что-то. Но спасибо, есть прибитые, прикрученные спикеры за Банковую, которые там военные какие-нибудь, например. Они говорят, так, а если вообще б Запад нам нормально помагав, то ми б вообще б ту Москву розбомбили. Цивілізований світ не зацікавлений в тому, щоб Росія пала. Вони зацікавлені в тому, щоб Росія стала слабкою. Якщо б своєчасно нам дали необхідне озброєння на межі 2022-2023 років, ми б, я більш ніж переконаний, виконали задачу щодо прикривання сухопутного коридору до Криму. Вообще, сухопутный коридор в Крым, вообще, дали бы нормальное оружие, дали бы вообще, это Федоренко, Ахиллес, он там награжден за заслуги, тоже какой-то, очередные герои, понимаете? Была такая песня у Шевчука, поношили из трусов героев. То есть, а так бы вот дали бы, вот мы бы тогда вообще всех победили. Некоторые люди уже из этой же повестки, пропатриотической, националистической где-то, да, национальной так точно, они уже тоже начали это замечать. Ну вот, например, недавно Зеленский связал конкретно, ну он четко сказал, значит, выборы. Если война закончится, не пойду. Если война будет продолжаться, пойду. И как бы тут люди немножко опешили. Остап Дроздов говорит, ё-моё, а так это вчерашняя российская пропаганда и ПСО. А сегодня уже как бы нормально. Відбулася пряма прив'язка війни до перебування на посаді. Раніше це була тема ворога. І якщо ви пам'ятаєте, якщо хтось раніше би сказав років 2-3 тому, що ось війна конвертується владою у своє перебування при владі, що війна має всі ознаки зацікавленості в ній, тому що вона є єдиною запорукою збереження влади як такої, то раніше це було б іменовано, звичайно, ворожим ІПСО і так далі. Але ж президент... Конечно, вражеское ИПСО и так далее. Значит, если кто-то говорил, что война просто помогает власти удерживаться во власти, то ты враг, агент Кремля. А сейчас об этом говорит Зеленский. Там сказав, якщо буде війна, піду на вибори, на другий термін буду балотуватися, а якщо буде мир, ну не факт. Цим самим він напряму детермінував продовження своєї політичної кар'єри, тобто перебування на троні, до фактору війни. Буде війна, буде балотування, не буде війна, ще не факт. І це дуже токсична насправді форма, тому що з неї далі випетлювати я не дуже сильно бачу, як для влади, яка сама же цю прив'язку зробила. І, власне кажучи, стосовно виборів, це буде суто зовнішнє рішення, нам не треба себе обманювати. Тобто, якщо буде тиск і буде ультиматум, ну, я так, може, грубі слова вживаю, ультиматум, не знаю, яка там тональність розмов по телефону і між послами. Але якщо буде тиск і буде вимога перелегітимізовувати владу в Україні, яка є, ну, безумовно, прострочена, а як ми знаємо, в супермаркеті всі прострочені товари викидаються на смітник, навіть бомжам не дають. Бомжам отдают просрочку. Остап Дроздов, молодец. То в нас, в принципі, тоді вже буде вимушений якийсь крок і так далі. Жодного бажання владі йти на вибори, які є менінгітом, геморроєм, купою проблем, бо дійсно провести вибори в воєнний час, в стані війни, ну це, головний біль. Головная боль. Головная боль. Другие тоже проукраинские, ну, бывший военный тоже, блогер, Микита Бак есть такой, тоже раскусили Зеленского, представляете? А ему нужна эта Третья мировая, о которой Трюхан говорил. Вышел и сказал, поздравляю, товарищи, Третья мировая. Так это Зеленского и устраивает, Зеленскому это и надо. Удари Сполучених Штатів по Ірану – це катастрофа для України. Катастрофа через те, що велика частка українського суспільства разом з президентом Зеленським свято вірять в те, що Росія от-от розвалиться, і свято вірять в початок Третьої світової війни. Звичайно, ця їх віра в Третю світову війну спирається на те, що лише Третя світова війна збереже їхню владу. Адже будь-який мир, який завтра наступить, він буде означати кінець Зеленського, кінець його оточення, кінець ТЦКшникам. Я не знаю, куди вони будуть тікати, до речі, ці ТЦКшники, що вони собі думають? Що про них всіх забудуть? Не думаю, що про них всіх забудуть. Ну, это правда. Ну, смотрите, то есть это правда. То есть, думаю, забудут эти морды? Забудут? Нет. Эти морды не забудут. Куда они будут бежать?
Так само, як був кінець всьому оточенню Зеленського, ну і, звичайно, кінець усім лідерам суспільної думки, всяким різним Ланчинам, Вот этим Федоренком, Стерненком, Притулом, им всем конец. О чем они будут говорить? На какие сборы они будут собирать? Кто, что они будут, если завтра мир? То есть сыпется целая инфраструктура. А вот если Третья мировая, то мы же должны же быть вместе, Третья мировая. То есть Третья мировая как бы помогает Зеленскому. Вот поэтому он ее зовет. Ядерными ударами, укусами в сторону Беларуси, там, планами на Приднестровье, какими-то, не знаю, ударами, атаками стратегических бомбардировщиков из ядерной триады. Притулам і так далі, які кожен день закликають вас іти в окоп, а самі сидять по хатах. І тому всі ці люди дуже хочуть, щоб війна продовжувалась. І у цих ударах Сполучених Штатів по Ірану вони бачать, що вони для себе бачать, що це от нарешті початок Третьої світової війни. Звичайно, ну це абсолютний бред. Але що можна очікувати від людини, яка виходить до журналістів і каже: Татаров стріляв в чеченів? Це Ну а как? Правда же, он же выходил и рассказывал, Татаров стрелял в чеченцев в Киеве в первые дни войны. День или на второй день войны. А Малюк тоже отстреливался. И Татаров отстреливались. То есть, а ты где был? Ну, в бункере спрятанный сидел. А кто ты знаешь? Ну, раз пришли, рассказали. Татаров отстреливался, понимаете? При тому, що всі знають, що чеченів не було в Києві, що найближчий блокпост російської армії стояв десь в Пущі Водиці. І якраз от на тлі перемовного процесу нашого з російськими агресорами, оця от ситуація в Ірані підштовхне Зеленського до рішення про те, що нам не треба вести перемовний процес. Ще півроку, рік Росія розвалиться, зараз США розберуть їхнього основного союзника, а потім і до Росії доберуться. І ми вийдемо з цього процесу, як вже виходили неоднократно. Я, до речі, нагадую, що в 2023 році Китай в лютому 2023 року пропонував нам мирний план, який... Микита Бак, у тебя хорошая сильно память. Очень хорошая память. Зачем ты это помнишь? Зачем? Уже все забыли. Какой мирный план Китая? О чем вообще речь? Вы что? Мирный план Китая вспомнил. Ты гляди. Все вообще забыли. Ну ладно, еще там формула Зеленского. Ну это еще куда не шло. Но мирный план Китая вообще не в дугу. Ты что? Китай же полностью поддержал Иран. Суверенитет. И сказал нет. А ты тут примеры такие приводишь. А представляете, был год назад, был 2, да? Или сколько уже? 3, господи, 23-й. То есть был же период, они... Пункты Китая, все сказали, да, ну они какие-то такие пункты, они никому не нужны, подумаешь. Зводився, ну я простими словами скажу, до пункту «стоїмо, де стоїмо», тобто закінчуємо війну по лінії бойового зіткнення. А ми в той час всі кабенілись і кричали, що по лінії бойового зіткнення не підходить, точніше Зеленський кричав, не підходить, нам тільки повний вивід російських військ. А тепер ми пропонуємо росіянам по лінії бойового зіткнення, вони просять Слов'янський Краматорськ. Невже ви не бачите в цьому такої логічної цепочки, що кожен наступний... Есть логическая цепочка. Вот когда предлагали вот так, надо было соглашаться вот так. Сейчас предлагают вот так, нет, никто не соглашается. Соответственно, будет хуже. Кожна наступна вимога росіян все гірша для нас, що кожен місяць війни послаблює нас, а не Росію. Росія так само стає слабшою, але не настільки, наскільки ми. І що кожен новий перемовний трек все гірше для нас. Але Зеленський цього бачити не хоче. І в можливості війни з Іраном вбачає якраз початок Третьої світової війни. Тому наша з вами задача не підтримувати фейки про вічну війну, не підтримувати фейки про Третю світову війну, а підтримувати логічну, спокійну аналітику про те, що нам потрібен мир. Логическая, спокойная аналитика, что украинцам нужен мир. Вот что надо поддерживать. Вот что надо поддерживать. А не война. Но украинцы, ну, судя по тому, по крайней мере, что публикуют в вопросах, поддерживают иное. Вот есть вопросы. Значит, я легко, ну, то есть, отдавать Донбасс или не отдавать Донбасс, да? Ну, это если так проще. То есть Украина выводит все свои войска с территории Донбасса, которые контролируются, то есть Краматорска-Славянска, и эти территории уходят под Россию. Вместо этого США и Европа дают Украине гарантии безопасности. Вот, пожалуйста. Январь. Ну, начало, конец января и февраль. Представляете, как выросло количество людей, которые считают, что это условие абсолютно неприемлемо. 57%. 29% считают, что
Тяжело, ну ладно, 7% только говорят окей. Ну, то есть легко вам согласиться, что гарантии США дадут? Ну, точно так же. 68% нет, абсолютно не приемлят. И эту социологию, значит, рисуют на коленке, отдают Зеленскому, а потом Зеленский политику вершит, руководит страной. Вот отвечал он сегодня журналистам по телефону насчет Донбасса. А может такой вариант быть, что Донбасс там, поменять на какие-то территории, которые сейчас не на Донбассе и не фигурируют в целях российской стороны, но контролируются ей? Так, поїхали. Детектор Так поехало, это, знаете, так не обрезали. Ну, чтобы живее казалось интервью. Он же сейчас привык разговаривать с телефоном, там по видео, а это он по аудио научился разговаривать с телефоном. медіа. Чи йдеться під час промовин про обмін територій, не захоплених Росією на Донбасі, на захоплені нею на Сумщині та на Харківщині? На мій погляд, я вже відповідав на це запитання. Ми не можемо порівнювати ці землі. Передусім, тому що коли ми говоримо про прикордонні території, будь-які, їх утримувати дуже складно ворогу. Русські чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримати, і прийде момент, і ми їх витіснимо з цих територій. Тому це... Короче, какой обмен? Они вот это вот сидят в этой Сумской области, в Харьковской этой области сидят, чуть-чуть Днепропетровской этой области. Они сидят и знают, что сейчас придет момент, и мы их вытесним. Кто там дальше пойдет? Это они понимают, что меняться? Мы их оттуда вытесним. Це не подарунок. А Донбас, схід нашої держави, вони розуміють, заради чого. Для них це ціль. Цілі, в принципі, вони не змінювали. Можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо, що щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію к Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо. То есть, смотрите, то маленькая территория, Купянск, вот там, да, Харьковская область, Днепропетровская, вот это вот Сумская, это маленькие территории. А Донбасс, это же Донбасс, это мы не рассматриваем. Все. Украинцы против, да и мы не рассматриваем. Ну и нормально. Это вот как фактически, Мыкытабак прав. Он выходит из переговоров. Он выходит из переговоров. Мы не рассматриваем, нет, все. Нет, конечно, Кислица рассказывал, на 90% по военной части уже договорились. Нужно политическое решение. Так вот оно, политическое решение. Его нет, политического решения. Точнее, оно есть продолжать войну. Продолжать войну, потому что, эти территории мы все равно когда-то вернем. А все равно мы выдавим оттуда россиян. А Донбасс нет, Донбасс не отдадим. Вот, в принципе, можно на этих, программу написать и на выборы пойти. Кстати, а что там с выборами? А выборы полным ходом прут, представляете? Полным ходом. Нашли из Комитета избирателей Украины Кошеля. Он давно в этой организации, вот он комментирует, что там. Говорит, прут полным ходом, но что-то работа как-то ни шатка, ни валка. Тут я можу сказати достатньо чітко, тому що я входжу до складу цієї робочої групи і безпосередньо працюю над законопроектом. Пригадуєте, можливо, були повідомлення, що до кінця лютого буде готовий законопроект на початок березня. Це складна робота. Я думаю, що у березні остаточно робота не завершиться, тому що є проблемні моменти по окремих підгрупах. Короче, в марте не закончится. Есть там проблемы в подгруппах. Короче, туда, апрель, май. Деталі, які потрібно допрацьовувати. І тому, але на квітень дійсно законопроект може бути в парламенті. Тепер давайте, чому це важливо? Не з огляду на можливі швидкі вибори, а з огляду на те, що для Центральної виборчої комісії як мінімум потрібно піврічний період часу для того, щоб дотягнути роботу перед виборами. Я маю на увазі питання Державного реєстру виборців, де робиться, по-чесному, просто повна каша, тому що в нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Питання голосування українців за кордоном, величезна кількість деталей, питань щодо голосування військових, які потрібно допрацювати. А в цілому, по багатьох напрямках, на 2/3, я думаю, що законопроект станом на сьогодні готовий, але він потребує допрацювання. В общем, 2/3 готов, вообще там столько проблем, 2/3 готов. Слушайте, с таким успехом, если честно, а ведь это правда, выборы, вопрос выборов, вот Остап Дроздов, он дело говорит.
Дело говорит. Другое дело, что можно его не разделять с ним идеологически. Но он говорит, что вопрос-то выборов от Украины не зависит. Скажут и будут выборы. Скажут и будут. 2/3, не 2/3. Поэтому слушать Кошеля это как слушать, ну, например, известную, самую известную в Украине гадалку, сотрудничавшую с Єрмаком, Марію Тихую. То есть я могу быть нейтральной, например, правильно? Вибори цього року будуть? Ну, не місія не спитати. Маш, Президента именно или какие парламентские, давай так. президентские? Вибори президента будуть? Парламентские точно будут. Так, президента? Нет. Окей. Парламентские будут, а президента не будет. Нет, не будет. Вы понимаете? Нет, не будет. Но это ж ведьма. А у нас же есть новый православный кандидат. Усик. После окончания карьеры. Я ниже, чем президентом, не собираюсь никуда идти. Ну, наверное, в этом году еще просто Усик будет боксировать. А потом, когда Усик будет готов, тогда и будет. Вот что он рассказывает в интервью Біднякову. Скажи мені і нам всім майбутні плани твої. Майбутні плани. Спортивна кар'єра. Андріан, я ще пару років планую побоксувати. Уф. Планую Побоксировать. Ну, он там с каким-то бьется с каким-то тай-боксером. Короче, нормально. Деньги надо зарабатывать. Правильно. побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу. О, как! На государство. Все-таки мером Канатопа ти підеш. Ні, дивись, я нижче, чим президент, не збираюсь нікуди йти. Конечно, аплодисменты. Вот видите, какое заявление? Никуда не пойду ниже, чем президент. Нет, в принципе, может и Конотоп будет, ну так случится исторически, там какая-то Конотопская республика, может не народная, может какая-то, не знаю, другая, Конотопская демократическая республика, КДР. И там нужен будет президент. Ниже президент Усик, может еще какая-то территория. Ну, короче, Усик в политике. Более того, вот это даже ведьма, она тоже говорит, я буду в политике. Вот, касательно своей дальнейшей жизни, я думаю, что я буду в политике. Ну, я знаю, точнее, это я не думаю, я знаю. Точно знаю. Я пока не знаю, мэром я буду или нет, или министром просто, депутатом, но, А ким хочеться? честно, мэром хочу быть Киева. Хочу порядок. Хочет порядок навести. Мэром Киева хочет быть. Навести. У нас беспорядок. Но легче было бы министром быть, депутатом стать, правда? Не знаю. Президентом никогда быть Ти не до них хотела. ближче, ніж я. Настолько ближе. Ну, конечно, ближе. Ну, вот он правильно, этот Слава, который интервью берет, говорит, да, говорит, так ты ж ближе там. Ну, к этим всем куклам Вуду, четочкам. Ермак, как бы он же тоже при дворе, хоть и тайно. Ты ж там близко. Вот у нас, пожалуйста, мэр. Вообще, конечно, отличная будет страна. Напишите, как вам президент Усик, мэр Киева, ведьма Мария Тихая. Отлично. Отлично. Причем, если кто-то скажет мне, что фу, там напишут комментарии, всякие глупости, ну а что, а сейчас лучше, что ли? Вот вы помните, Патона изуродовали, бюст? Ну, тот, который сварку изучал, сварной мост. Вот, пожалуйста. Мост Патона теперь нужно проезжать строго по правилам, дистанции придерживаться и быть готовым к эвакуации. А это означает, подъезжаешь к мосту, открыл окошко, расстегнул ремень безопасности, разблокировал дверь, телефон держи под рукой, мало ли что произойдет. Это официально. Это вот город Киев, пожалуйста, вот он при Кличко. Мария Тихая хоть там наколдует, чтобы духи воды хоть поддерживали этот мост. Потому что другого пути абсолютно некак добиться. Ну а правда, если мы в этой стране уже
дошли до ручки, что мы там, например, батюшку мобилизуем, пускай хоть ведьма чего-то спасет. Одесса. Батюшку приняли. Прийшли батюшку забирати. Будемо зараз забирати батюшку. Боже, побойтесь за Господа. Юля. А идет теткам смешно, понимаете? Ну, смешно, говорит, побойтесь хоть Господа, что вы творите? Куди він буде їхати? Він не буде їхати з вами, давай. Ні, на такому основанні, алло. Вау, на такому основанні. Ви підрати, блядь. Ну, так вот гуртом батюшку под белорученьки. Кончений, гріха не боїтесь, блядь? В белый бусик, под белорученьки. Греха не бояться. Парень. Суки, блядь, А бусик, видавший виды уже, к слову, одесский. конченый, блядь. Смотри, запихивают, блядь, в руку. Батюшка, это батюшка, ребята, вы что делаете? Тарас, алло. Побойтесь Бога. Конченый, парень. Вот какой бусик, понимаете? Вот какой бусик. Там уже выламывали двери неоднократно и каменюками, и, видимо, пинали. Ну и этот тоже пнул. Вот так вот. Одесса, батюшка. Ну, нормально. Нормально. Поэтому ведьма, мэр Киева, когда в Одессе батюшка колотит, это вообще прекрасно. Вообще замечательно. Вообще, конечно, эти женщины распоясались. Вот распоясались. Надо на них управу найти. И нашли как раз-таки вот эти, собственно, ТЦКшники. Вот, пожалуйста, та же Одесса. Там уже как бы с женщинами не церемонятся. Вот так вот. За шею спокойно, нормальным приемчиком, раз и уложил на асфальт. Все. И поехали. А это осталось лежать. Позаступалось, называется. Ну и все. Им, конечно, кричат всякие гадости. Ну а что, мы женщин вообще ж не уважаем. Более того, это массовая история. Вот один таксист из ТикТока. Конечно, он все скрыл, кто это был, но поделился вот такой замечательный... Ну, как бы есть такие... Это такой жанр, да, вот он возит людей, и вот он там трындит с ними обо всем на свете, а камера типа пишет. Из этого получаются типа классные истории, классные рассказы. Но этот рассказ нельзя было опубликовать с лицом или хотя бы фрагментом, да, можно было узнать этого человека. Ужас что. Забрал клиентку, и она мне тут такое рассказала, это просто пи***ц. Смотрите сами. Приходит, короче, вчера к Юлечке девочка на ресничке. Я как раз ушла, а это сегодня она рассказывает. Говорит, помнишь девочка, что ко мне вчера пришла? Я такая, ну да, она говорит, рассказывает, меня же ТЦКшники отпустили. Я такая, в смысле? Девочку? Да. Говорит, ну, и рассказывает же эту историю, типа, выхожу, что там, ну, не помню, где она, Кирова, где-то, ну, короче, где-то там. Что типа вышла с работы, там что-то переходит дорогу, и там же видит, что это ТЦКшники гребут мужиков. И она встала там где-то рядышком с ними и звонит же дочке, потому что темно, дочка с английского вошла, чтобы же встретить ее, вместе пойти. Она говорит, не успевают доставать телефон, подлетают они ко мне, с ног сбивают, короче, господи, хватают ее за шкирку, тащат в машину. Он говорит, что, сука, снимаешь? Она, короче, говорит, заволокли ее в машину. Там у них в машине уже чувак сидит забитый в углу, их человек 7, короче. Они начинают ее хуярить в машине, тупо ногами, по ребрам. Он забирает у нее сумку один, а она говорит, а у меня в сумке 9 тысяч, типа, за аренду квартиры надо заплатить. Этот забирает сумку, у нее начинает там шариться, достает себе, а ему второй говорит, а ты заебал, нас из-за тебя посадят, типа, ты опять начинаешь. Типа, только вчера, типа, у телки телефон забрали, 17-й айфон, когда Таша-то его или порезала ножом, или что-то у него было, он, короче, руку порезала. И он, короче, забрал у него бабки, положил обратно ей в сумку, и сумку, типа, отдали. Она говорит, я охуевшая лежу там, и она говорит, и они же едут, это на ходу все, и потом на ходу мне эту сумку отдали, вот так вот на ходу где-то меня вот так вот и скинули, я даже не поняла где, тупо даже там что-то говорят остановите, в итоге нихуя не остановились, тупо на ходу ее выкинули с машины. Она говорит, я охуевшая, я сижу, плачу, я вся грязная, меня отпи***ли, блядь, у меня все тело синее, короче. А Юля же ей говорит, а что ты побои не пойдешь снимешь, не шо? Она говорит, ну а шо? Мы говорим, ну, блядь, конечно, вот так вот, ну а шо, все думают, и в итоге потом рассказывают, что, типа, там статистика по этим заявкам на ТЦК, что там 300 с чем-то, конечно, потому что все думают, ну а шо, прикинь, блядь. Ну, вот этот просто
Пидорасы, что они тупо пиздят, походу, бабки, там, телефоны, блин, знаешь, и похуй кто, потому что знают, что никогда не будет. Ну, короче, пиздят, ну, охуенно. Сейчас я быстро. И вот так вот, прикинь, даже стрёмно теперь тёлкам где-то возле них, вот так вот, не дай бог, или телефон достать, или что им похуй, блин, без разбора вообще хребут. Вот такая история. Стрёмно даже девушкам, женщинам, если где-то рядом этот процесс происходит, доставать телефон и звонить. Потому что, снимаешь, ну и давай. Затаскивают в бус, ну и занимаются тем, чем занимаются. ИПСО. Искусственный интеллект. Ай, вы что, в это верите? Нет, конечно. Нет, конечно. А люди почему не обращаются никуда? А куда обращаться? Мне кажется, что мы в этой теме ТЦК очень напоминаем... Недавно было видео. Ну, вот это возле линии фронта в антидроновой сетке запуталась собака. Вот это вот наш народ, на самом деле. Вот в этом ТЦК. Это вот наш народ. Все злые, как собаки. Никто друг другу не доверяет. Вообще мы в этой войне, как эти собаки. Слишком запутались. Слишком запутались. А нас почуют вот этой паутиной опросов. Верите в успех переговоров? Конечно, не верю. 70% не верит. Это ж вы что? Это вот переговоры? Нет. А 25 верит. А все ж такие, все очень же, все смотрят на всех, все ж анализируют ситуацию. А может, надо распутываться уже, в конце концов? Может, нужно хоть как-то немножко уже выпутаться из этой войны дурацкой. Люди идут на отчаянные вещи. Граница с Молдовой. Мужик в бабушку переоделся. Но его раскрыли. Это женщина или мужчина? Это женщина и мужчина. Женщина. Ну, тут посветил фонариком. Садитесь на стул. Ну, типа, тяжело сесть, вот, смотрите. 4-й. Это сколько лет? Как вас зовут? Платок снимайте. Лицо сверить, так что извиняйте. Снимайте полностью платок. Причем так чисто по-русски, чисто на русском языке. Платок снимайте, говорит, полностью. Вы видите, какие пограничники, не патриоты, работают на молдовской границе? Очень хорошо. Это женщина? Мы задерживаем эту женщину. Это женщина, мы задержим эту женщину. То есть люди идут уже на такое унижение, чтобы из этого концлагеря выбраться. Пытаются там паспорта, как-то вот женщина, кутаются, в бабок переодеваются, прикидываются. Потому что ТЦКшники потеряли всяческий, облик. Итак, заднеприводные пошли. Заднеприводные. Видите, культурно все. Ну давай, поехали. Вопросы? Чего вы текаете? Я не текаю. Текаешь. Подойдешь. Давай для проверки.
Згідно чого? 32 стаття закону України про поліцію, частина 2. Пацани, коли в окоп? А? Поїхали поміняємо їх Я по вимагаю у побратимів. вас документи для... Що? Коли в окоп, а? Синки, блядь. Приберіть палець не видно. Ти коли в окоп поїдеш? Я там був на. Ти що, хочеш мені що розказати? А ти хочеш мені що Що, нахуй? Що не Ну и поговорили. Ну, в принципе, вот так. Вот так происходит общение. Ты когда в окоп, а ты когда в окоп. Ну и все нормально. А потом, типа, родину защищать. А смотрите, как это все выглядит в глазах нового министра. Ну, как нового. Уже, наверное, старый. Уже ж долго он, этот Федоров, министр обороны. Наша задача отримати від військових, для хто працює з СЗЧ, де відбувається СЗЧ, хто повертає СЗЧ, хто працює з мобілізованими, зрозуміти зворотній зв'язок. І зараз ми активно рухаємося по кожному з проєктів. Тобто в найближчий час ми будемо поступово виходити публічно з ініціативами. У нас є логіка запуску цих ініціатив, тому що комплексна проблема. За 4 роки накопичилося повномасштабної війни велика. Куда они вообще набрались, эти проблемы? А до этого кто был? А что-то, подожди, проблем куча? На его бедную головушку. Представляете, сколько проблем обрушилось? Кількість питань, які потрібно дуже правильно розв'язати, щоб не підірвати обороноздатність нашої країни, і ми отримали від цього тільки результат. Тому єдине, що зараз можу сказати, що напрацьований комплексний план, він Смотрите, план наработан. по ходу десь щось змінюється ще цього плану. Ми далі проводимо кожного дня щодо цього плану зустрічі з профільними відомствами і військовими для того, щоб точно бути впевненим в його результативності. Значит, план есть, мы встречаемся и должны удостовериться в его результативности. І в найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем, Ну, они касаются других проблем, и не такие конкретные, но скоро вы увидите. які довго не вирішувалися. Але паралельно, от мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні. Задача брати проблему за проблемою і розв'язувати. Тому активно в роботі, і я певний, що ми це питання вирішимо. Буде і справедливість, і обороноздатність. Всі принципи будуть ключові збережені, і це посилить наше військо і допоможе реалізувати наш план. Ну, вот так вот. Ну, вы поняли что-то? В этом всем модуле он говорит о том, что надо, ну, во-первых, СЗЧ, да, то, что он говорит по поводу СЗЧ. Это же отдельная песня. Вот, пожалуйста, Киевский городской ТЦК нас радует призывом, «Вернись, я все прощу». Опубликовали сегодня. Значит, возвращение из СЗЧ из-за границы. Начни военную службу с чистого листа. То есть это киевский ТЦК обращается к военнослужащим, которые не просто ушли куда-то в СЗЧ и сидят там по хатам, прячутся или там живут какой-то жизнью, где-то что-то там, какую-то денежку зарабатывают, а те, которые смылись за границу. То есть, внимание, это человек, который, ну, не может уехать, или который там поехал на лечение и там остался максимум. А так это все незаконное пересечение границы. Это те, которые в бабушек переодеваются, деньги большие платят, чтобы их перевели, переплыли, не знаю, перевезли, перепрыгнули каким-то образом. То есть они заплатили там, 10, 15, 20, там по-разному, $1000, нашли, заплатили, находятся за границей, а им киевский ТЦК говорит, давайте, возвращай, начни все с чистого листа. Ну, смотрите, сидит Федоров, ему прям хочется верить. Прям хочется, я прям себя чувствую этой женщиной из Запорожья, которая верит в эту таблетку от похудения, которую он продает. Прям верю. Первая же задача – это поверить и похудеть. Сразу похудеешь, как поверишь. Или вот, ну, понимаете, и будет и справедливость, и обороноспособность. Винница сегодня. Не лезьте ко мне. Вызови полицию, пожалуйста, кричит велосипедист. Ну, некому полицию вызывать. Собственно, все, скрутили, задули, скрутили, забрали. Все, до свидания. Говорят, что решит вопрос, да, решит вопрос, ну,
стоит приличных денег. Вот сегодня одних таких накрыли. Ну, вот, пожалуйста, Одесса. Прокуратура сообщила о том, что разоблачила общественную организацию, которая называется «Украина – это мать». Она вместе с ТЦК брала с мужиков деньги за то, что те уклонялись от мобилизации. По версии следствия, за $1000 организация давала свои удостоверения. Представляете, у тебя удостоверение есть организации «Украина – это мать». «Украина – це мати». Вот. И обязывали этих людей патрулировать город вместе с ТЦК, а за $3000 можно защиту от ТЦК, но без обязательств. Ну, то есть за 1000 можно было ходить патрулировать, а за 3 можно было дома сидеть и не патрулировать. И эту ксиву дают. Снятие с розыска, освобождение в случае задержания, допуск в телеграм-канал за 3000 гривен, где сообщалось о расположении постов ТЦК. Представляете? Представляете, там телеграм-канал был, повестки Одесса, Украина – это мать. Нам Федоров рассказывает о том, что ничего страшного, ССЧ сейчас немножко под шаманем компенсируем, из-за границы будем брать наемников. А здравые люди спрашивают, подожди, так все равно этот крепостной, которого скрутили, заломали, засунули, он дешевле, чем наемник. Ну, хоть как ни крути. Хоть так, хоть сяк, он дешевле. Иностранцы. Но тут некоторые пошли дальше. Вот военнослужащий, бывший, ну или действующий, но отслуживший, сейчас комментирует все подряд, правовед, между прочим, Денис Ярославский рассказывает о том, что вообще эти приезжие задолбали, надо их тоже привлекать к мобилизации. А то, что они приехали, бизнесы открывают, там шаурму эту крутят, непонятно кто, по вокзалам. Представляете? Их тоже в армию надо. Тому що вони повинні з нами на рівних захищати державу, якщо вони бажають тут жити. А у нас, виходить, зараз дисбаланс. У нас всі, хто приїжджають з стран, з будь-яких стран, отримують ВНЖ, вони вільно гуляють по кабакам, вони відкривають шаурму і так далі, і вони не бояться ні ТЦК, нічого. В той час, коли наших хлопців бусифікують, вони загинають, всі, хто приїжджають в нашу країну, вальяжно себе чують. Якщо ти бажаєш в нашій країні жити, розвиватись, створювати родини, давай, іди воюй рядом з нами, захищаємо цю країну, в яку ти бажаєш жити. Це ми. Понял? Хочешь приехать в эту страну возможностей? ВНЖ Украины получить? Иди воюй. Че ты тут думаешь ты? Приехал не пойми откуда, с ВНЖ тут разгуливаешь, гражданин другой страны. Ты получил ВНЖ, давай шуруй. Хочешь здесь жить, давай воюй. То есть вот до этого уже договорились. Понимаете? Вот до этого договорились. А в других странах, наверное, граждане которых меньше хотят ВНЖ украинских, мы, если что, отправим патриотические, потушные выставки. Вот, Украина показала в Чехии иконы, которые написали на ящиках от чешских снарядов. То есть, смотрите, логика. Чехия собрали снаряды и передали Украине. Те их вскрыли, снаряды использовали, а на ящиках иконы написали. В здании Сената Чехии, между прочим, в Праге открыли выставку, посвященную детям, вывезенным с территории Украины. Экспозиция приурочена к 4-й годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Выставка разместилась в одном из залов Верхней палаты парламента. Авторы проекта – это группа художников из Украины, которые создают иконы на военных артефактах с 22 года. По их словам, цель инициативы – напомнить о судьбах детей, вывезенных с оккупированных территорий. Среди представленных работ Богородица, Христос, святые написаны традиционным темперным способом. К каждой иконе прилагается информация о ребенке, в память о котором она создана. Мы хотим говорить о судьбах этих детей языком искусства, понятным разным народам, говорят организации. Экспозицию открыли представители Сената и посольства Украины. Представляете, чем посольство занимается в Чехии? Работают, выставку организовали, чтобы не забывали про деток. И сегодня Зеленский подписывает закон, что полиция может из любого опасного места насильно забирать детей у родителей и увозить. Ну, имеется в виду за пределы опасных территорий, то есть если там принудительная эвакуация, проехала полицейская машина, взрослый, с детьми, семья, ребенка забирают, если ты не хочешь, не едешь, а ребенок твой едет.
Ну, вот как-то так. Да, друзья, вот такой шум у нас сегодня получился. Значит, Палестине быть. Всплывает эта тема по-серьезному. А если случится провал, такой себе компромисс, как гиря к ноге Израиля. Ну, пока не быть. Пока Израиль, спасибо большое за поддержку, пока Израиль решает все свои проблемы везде. Везде. Убийство верхушки Ирана, конечно, цинизм и ужас. Безусловно. Да, концлагерь, народ бесправный, это точно. Так и получилось у нас, к сожалению. Как война с Ираном повлияет на переговоры по Украине? Мнения разделились, кстати. Большинство считает, что никак. Но очень плотненько дружки ускорит, сорвет, замедлит. В общем, там 14% ускорит, 17% сорвет, 18% замедлит, 51% никак не повлияет. Вот такой, собственно, у нас сегодня результат. Так, спасибо, Александр, хорошо шумим, спасибо и вам, дорогие друзья. Смотрите, вот такой есть эксперимент, да? Давайте попробуем как бы пытаться в таком формате день подытожить, если не напряжно, если не сильно поздно, некоторые в часовом поясе, что сильно рано, напишите свой обратный отзыв, обратную связь, будет очень интересно. Я думаю, что, ну, в общем, хорошо сегодня пошумели, время позднее, всем доброй ночи. Я уверен, что все-таки, ну вот была уверенность, что как бы мы движемся к какому-то финалу, а получилось, что, ну, еще большее дно пробиваем. Ну, видите как. Обидно, конечно. Вроде шумные люди все. Вроде ж все должны видеть происходящее, о мире говорить, честно, откровенно желать этого мира. А все как-то закручивается в какую-то несусветную ересь. Что с Трампом, что с Зеленским, что вообще с перспективой. Сейчас же нам рассказывают о том, что водоснабжение, канализацию перебьют к лету, и вообще будет ужас, гуманитарная катастрофа. И конца ни краю нет этой эскалации. И такое ощущение, что вроде как просят этого, просят, а о людях не думает вообще никто. Напишите, что интересного было в шуме, что было неинтересного. Очень интересно почитать ваши комментарии будет. Всем доброй ночи, добра и света. Хорошо пошумели.